Михаил шел по длинной аллее кладбища. Под его ногами шелестела опавшая осенняя листва. В руках мужчина нес букет белых роз. Он шел в гости к своей жене. Сегодня Наталье исполнилось бы 33 года. Уже 3 года, как он ходит отмечать день ее рождения сюда, на кладбище. Свернув с аллеи на узкую тропинку, он направился вглубь. Вот и могилка. «Здравствуй, Наташенька, сегодня у тебя день рождения. Я принес тебе букет твоих любимых белых роз». Выбросив из вазы завявшие цветы, Михаил с трудом вставил букет в вазу, достал из пакета тряпку и вытер памятник. Убрав все на место, мужчина сел на лавочку. Он долго смотрел на портрет на памятнике, и поневоле по щеке покатилась слеза. Смахнув слезу, Михаил сказал: «Вот уже 3 года, как я живу без тебя, а вернее существую. Все вокруг потеряло свои краски и стало абсолютно серым. Все краски ушли вместе с тобой, моя родная. Каждый день я встаю и иду на работу, потом прихожу домой, иногда очень поздно, чтобы как можно меньше оставаться одному в пустой квартире, а потом ложусь один, в холодную пустую постель. Но я строго слежу за твоим любимым цветком. 2 дня назад он расцвел, это единственное яркое пятно в моей жизни». Михаил замолчал. В его голове пронеслись воспоминания. Был такой же теплый осенний день. Он бежал домой, по дороге купив ее любимые цветы. Он, как влюбленный мальчишка, вбежал на 3-й этаж и позвонил в дверь. За дверью была тишина. Михаил достал из кармана ключи и только попытался вставить их в замок, как дверь открылась сама. Ничего не понимая, он вошел в квартиру. Позвав несколько раз супругу, в ответ была тишина. Сняв обувь, он пошел на кухню и замер. На полу лежала Наташа. Из груди торчал кухонный нож, и струйка крови стекала на пол. Бросившись к ней, Михаил понял, что она мертва. Затем была полиция, допросы, показания. Страшные похороны. Опять показания в полиции и ничего. Вот уже 3 года тянется следствие, но никаких улик и подозреваемых. Наташенька, родная моя, я должен найти того, кто это сотворил с тобой. Кто посмел отнять твою жизнь. Если бы ты могла мне помочь и сказать, кто к тебе приходил. Хотя бы намекнуть. Вдруг что-то пронеслось над головой Михаила. Это была птица. Она уселась на памятник. Это был красивый черный ворон, он сидел и смотрел на Мишу. «Красавец, что ты здесь делаешь? Зачем уселся на памятник?» Ворон взлетел, сделал круг и уселся на лавочку, на которой сидел Михаил. Смелый такой. И вдруг мужчина, повернув голову к портрету супруги, сказал: «Дорогая, ты прислала мне весточку. Только как эта красивая птица сможет мне помочь? Хотя спасибо и за это. Значит, ты меня слышишь. Пока, дорогая, скоро я опять приду к тебе в гости». Встал, еще раз посмотрел на сидящего ворона и пошел обратно по тропинке, уходя все дальше и дальше от своей любимой. При выходе с кладбища он увидел, как ворон опять уселся на воротах кладбища и смотрел на него. Что-то непонятное происходило в душе Михаила при виде этой птицы. Прошла неделя. За это время мужчина видел ворона дважды. Он прилетал и сидел за окном, где стоял цветущий газон. В конце недели Михаил планировал поездку за город. Должна была собраться вся родня на юбилей мамы. Даже двоюродный брат, которого не видели 3 года, обещал приехать. Рано утром, в субботу, Михаил побросал кое-какие вещи в сумку и пошел к машине. Подходя к машине, он увидел, что ворон сидит на капоте автомобиля. «Привет, ты что здесь делаешь? Со мной поедешь или сам полетишь?» Ворон взмахнул крыльями и поднялся в небо. Приехав на дачу, Михаил увидел, что во дворе много гостей. Там были мамины сестры, брат отца, 2 сестры Михаила с семьями и брат Матвей. С большим букетом цветов он отправился домой и вдруг заметил, что на козырьке дома сидит птица. Мама вышла навстречу, его самая родная душа, которая пыталась всячески его поддержать. Он обнял ее и поцеловал, отдал цветы и подарок. Мама обняла и долго не отпускала сына, как будто чувствовала, как ему тяжело.
Потом вытерла предательскую слезу, сказала: «Сынок, я так рада, что ты приехал. Иди поздоровайся со всеми». И не успела мама договорить, как из дома высыпала целая толпа, и сестры, и племянники, и брат. «Как хорошо быть среди своих родных людей», – подумал Михаил. Женщины стали готовить и накрывать на стол во дворе, а мужчины отправились готовить шашлык и рыбу. Рыбой занимался отец со своим братом, а шашлыком занимался Миша и Матвей. Каждая компания разговаривала о чем-то своем. Вдруг Миша заметил, как стремительно летит какая-то птица прямо к ним. И тут он узнал того самого ворона. Тот, подлетев к ним, набросился на Матвея, стал бить его крыльями. Михаил пытался прогнать птицу, но ворон поднимался и опять летел к ним, пытаясь клюнуть Матвея. Уже все стали гонять птицу, и ворон поднялся вверх и стал кружить вверху и каркать. Сестры забрали Матвея, так как ворон его сильно поцарапал. Миша остался один у мангала и стал думать, что происходит. Почему эта птица так себя ведет? И тут его словно обожгло огнем. Он вспомнил, что тогда бросилось ему в глаза, но во всей этой суматохе он не придал этому значения. На столе стояла кружка с чаем. Это была кружка, из которой пил только Матвей. Наташа сама купила эту кружку с надписью «Матвейка» специально для брата, а на тарелке лежало печенье, которое ел только брат. Михаилу стало нехорошо. Господи, но как? За что? Нет, это какой-то бред. Из дома вышел Матвей, местами измазан зеленкой, и подошел к мангалу. Михаил в упор смотрел на брата. «Зачем ты это сделал? За что? Скажи, за что ты убил Наташу? Что она тебе сделала?» Матвей от неожиданности опешил. «Как ты узнал? Это неправда, я не хотел. Все получилось случайно. Кто тебе все рассказал?» «Мне рассказала Наташа, а вернее Ворон». «Скажи, за что? Я любил ее давно, еще до вашей свадьбы, но она никогда не замечала меня. Всегда был только ты. Я приехал в гости, а она вся такая красивая. Я пил чай и не сводил с нее глаз. И мне так захотелось ее обнять. Я подошел к ней и попытался обнять ее со спины. Наташа резко повернулась, в ее руке был нож. Она начала кричать: «Не смей меня трогать!» Я попытался с ней справиться и каким-то образом, перехватив нож, и ударил ее. Даже сам этого не понял сразу. Собрал все вещи и исчез. 3 года она приходит ко мне во сне. Может, и хорошо, что ты все узнал. Через месяц Михаил сидел у могилы жены, рассказывая ей обо всем, что произошло, что состоялся суд и вынесли приговор, что Матвей сам во всем признался. «Да ты, наверное, дорогая, и сама все знаешь, твой друг все тебе рассказал». В этот момент на памятник уселся ворон. «Ну вот и ты. Как поживаешь? Спасибо тебе за помощь. Хорошо, что у Наташи есть такой друг». Вдруг ворон, взмахнув крыльями, взмыл ввысь. Сделав несколько кругов, исчез из вида. «Прощай. Я знаю, ты больше не прилетишь». Я опять остался один. Повернув голову, Миша увидел, что за спиной стоит его мама. «Сынок, ты не один, у тебя есть я и папа. Вместе мы справимся. Переезжай к нам на дачу». Обняв сына, она сказала: «Все будет хорошо, а Наташа всегда будет в твоем сердце. Но надо жить. Я не думаю, что твоей жене понравилось бы, как ты страдаешь и отказываешься от жизни». Вдруг, где-то из-за кустов, они услышали, как громко каркает ворон. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо, мама, я перееду к вам, теперь точно все будет хорошо». Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.